Всем привет! Вы на канале Компьютерапия, и сегодня в этом видео я покажу вам, как создавать презентации в программе PowerPoint 2016. Рассмотрим нюансы оформления презентаций, так как зачастую для предоставления какой-либо информации, например, домашняя работа, студенческий доклад, реферат, описание бизнес-плана в более наглядной форме, все чаще требуется создание презентации. Это служит интересной подачей материала и способствует лучшему восприятию, а научиться этому сможет каждый. При открытии PowerPoint версии 2016 вам на выбор предоставляется либо пустая презентация, либо различные шаблоны, темы для образования, диаграммы, схемы, бизнес-инфографика. Это удобные заготовки практически на любой случай, но сегодня вы научитесь создавать презентацию с нуля, с пустой презентацией. Как правило, при открытии у нас открывается первый слайд, пустой. Он состоит из двух частей. Для ввода текста это заголовок слайда и подзаголовок слайда. В меню на ленте, раздел «Главное», можно изменить текст, как в Word или Excel, менять шрифт, размер, цвет, добавлять различные фигуры. Для добавления слайдов можно нажать горячую клавишу Ctrl+M. И тут обратите внимание, в каком порядке идут слайды. Так их и можно добавлять от простых к более сложным. Обычно первым идет титульный слайд, потом идет заголовок и объект. Далее может идти заголовок раздела, если такой у вас есть. Два объекта сравнения, только заголовок. Можно вставить пустой слайд и на него добавить блоки для текста или для вставки изображения. Объект с подписью, рисунок с подписью. Также можно что-то выбрать из структур, либо сделать повторное использование слайдов, например, из других презентаций. Нажав на кнопку «Создать слайд», вы можете добавить слайд. Чтобы удалить его, можно правой кнопкой мыши, выбрав соответствующий пункт в контекстном меню, удалить слайд, либо нажать на клавиатуре на кнопку «Del», если вы стоите на том слайде, который собираетесь удалить. Ну и также, нажав правой кнопкой слева, можно создать слайд, либо добавить раздел, если уровень сложности вашей презентации будет такой, что необходимо будет создавать подразделы. Ну а так мы просто можем добавить слайд. Обратите внимание, второй слайд отличается от титульного. В нем меньше места для заголовка и больше для основного текста на слайде. В эту часть можно добавлять различные элементы мультимедиа. Даже на первый слайд, в принципе, можно добавить картинку. Через меню «Вставка» вставляются различные элементы картинки, смарт-арт, а на втором слайде уже даже показано, что можно добавить таблицу Excel, диаграмму, смарт-арт, рисунок, изображение из интернета, либо вставку видеозаписи. Изменение дизайна слайдов можно делать через вставку «Дизайн» и применять к нему предустановленные, заготовленные различные шаблоны, которых в принципе достаточно, и можно будет их немножко на свой вкус изменить, модернизировать, если вы хотите создать что-то, скажем так, на быструю руку. Также имеется возможность изменять текст шрифта, размер, выбирать уже из предустановленных вариантов, добавлять различные эффекты, стили фона, если такая необходимость у вас возникает. Также важный пункт, но сейчас может быть не такой, как раньше, когда были различные форматы мониторов, можно изменить размер слайда, сделать его 4:3 под квадратный монитор, либо сделать как 16:9 широкоформатный, тот, к которому мы давно привыкли. Также здесь можно настроить размер слайда и внести свое значение, если вы делаете нестандартный какой-то размер и формат слайда. Таким образом меняете ширину, высоту и размер меняется соответственно. На этой же вкладке «Дизайн» вы можете изменить формат фона для каждого слайда, а также для всех слайдов. Мы можем применить сплошную заливку, градиентную заливку, рисунок или текстуру. Можно указать файл для подключения его в презентацию. Можно в интернете указать адрес, а также картинка будет добавлена из буфера обмена или узорную заливку. После этого применить фон ко всем слайдам, и также можно восстановить фон. Сейчас добавлю текст для наглядности. Допустим, вы делаете презентацию на тему «История средних веков». Я поставлю на титульный слайд, предположим, что это у нас реферат. Оставлю пустые места и добавлю рисунок. Нашел в интернете и скачал первый попавшийся на тему средних веков. И сейчас добавим его к нашей презентации. Вот такой средневековый замок. Как вы можете видеть, цвет текста не совпадает с фоновым изображением. Учитывайте это. Выбирайте либо светлое, либо контрастное, чтобы текст было видно. Попробую изменить цвет текста на какой-то желтоватый, чтобы это было различимо.
И далее, нажав на кнопку «Применить ко всем», у нас изменится и второй слайд. Добавлю текст для слайда. Пусть заголовок слайда будет слайд номер 1. Сюда будем добавлять текст. Соответственно, я свой для примера чуть позже добавлю. Немножко другое. В принципе, для второго слайда можно будет установить какой-то другой фон. Пусть это будет рисовая бумага. И обратно изменю на черный цвет шрифт текста, чтобы было видно. Добавлю случайный текст, который я сгенерировал на сайте fishText.ru. Теперь можно продублировать второй слайд и использовать уже созданный. Если у нас слайды будут в одной стилистике, так будет проще. Вы можете набирать текст сразу в слайде, либо вставлять ранее подготовленный текст из Word, либо блокнота и заполнять по слайдам. Снова дублирую предыдущий слайд. Тут может быть не слайд 1, 2, 3. Соответственно, вы пишете, как это у вас в теме задания, реферата, курсовой или еще чего-то. Здесь я просто для наглядности показываю, чтобы были какие-то отличия одного слайда от другого. Давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. Для того, чтобы запустить просмотр, нужно перейти на вкладку «Слайд-шоу». Тут есть кнопка «Сначала», нажав на которую запустим просмотр нашей презентации. Либо можно нажать на клавиатуре F5. Я пока перед запуском скорректирую этот текст. Меня немного выбивает его цвет на фоне древнего замка. Сейчас немного поправлю. Можно каким-то контрастным попробовать. В принципе, оставлю желтым. Итак, когда мы более-менее тут определились, нажимаем либо эту кнопку, либо F5. И теперь мы можем перемещаться между слайдами, нажимая соответственно кнопку вправо, кнопку влево. Тут вы видите следующий слайд. Так у меня выглядит просмотр на одном мониторе. Это презентация. Сейчас я переключу на другой монитор. Тут в полном экранном виде можно просматривать слайды. По щелчку мыши меняются наши кадры, потому как мы пока не сделали переходы между слайдами. Для того, чтобы выйти обратно в презентацию, нажмите либо на крестик, либо нажмите кнопку Escape. Сейчас давайте займемся автоматическими переходами между слайдами. После того, как мы уже сделали большую часть презентации, мы можем для каждого слайда определить длительность времени для показа. Можно указать длительность показа в 2 секунды. По щелчку у нас все еще слайды меняются. И можно для каждого слайда указать, что через 2 секунды еще дополнительно у нас кадр изменится. После заполнения ставим галочку, что у нас через 2 секунды произойдет смена кадров. Хочу отметить, что интервал 2 секунды я устанавливаю исключительно для примера. В вашем случае это время будет отличаться в большую сторону. При реальном выступлении чаще всего смена слайдов происходит по клику мыши ведущего. Указывать время длительности показа требуется для создания на базе презентации какого-либо слайд-шоу с изображениями с минимальными пояснениями. Запуск презентации происходит либо в пункте «Анимация», либо по нажатию клавиши F5. Соответственно, нажимая на слайд, либо на переключатель кадров, мы будем видеть, как у нас меняется презентация. Это происходит на первом мониторе, а на втором у меня по щелчку и по времени происходит изменение слайдов в презентации. Для еще более интересного восприятия между слайдами можно добавить анимированные переходы на соответствующей вкладке. Вы можете выбрать тот, который вам понравится. По возможности он должен быть не сильно раздражающим, допустим, проявление. Добавьте его на все ваши кадры, либо на какую-то часть. И в принципе можно запустить в просмотре и посмотреть, как появляется поверх фона слайда текст. Получается, появляется немножко, уменьшается, и при исчезновении он немного увеличивается на каждом слайде. Можете поэкспериментировать с различными переходами между кадрами. Помимо того, что мы сделали вставку изображения в качестве фона на первый слайд, также на сам слайд в разделе «Вставка рисунки» мы можем добавить изображение на один из кадров. По возможности он должен вписываться по размеру и по смыслу. Можете его установить в слайд, поместить на задний фон, правой кнопкой мыши, по нему щелкнув, и отнести его куда-то, допустим, за текст, как дополнительный элемент фона. Если вы двигаете маркеры, которые находятся по углам, вы изображение масштабируете с сохранением пропорции. Если же потянете за центральные маркеры, то вы его просто растянете. Сделайте деформацию. Установите его туда, куда вам нравится это изображение. Если оно нужно, в принципе, нужно все это сразу продумывать. При перемещении изображения маркеры вам показывают, где картинку можно установить. И, допустим, если бы сначала создали первый слайд и оформили его какой-то соответствующей картинкой, то дальше при дублировании эта картинка у нас была бы на каждом слайде.
Достаточно важным моментом в создании презентации является ее сохранение. В принципе, делать это нужно практически сразу и периодически повторять. Нажав «Сохранить» или «Сохранить как», сохраняем нашу презентацию. После этого можно будет ее передать куда угодно. В 2016 офисе в разделе «Экспорт» можно создать документ PDF, либо сделать видео, упаковать презентацию для компакт-диска, создать выдачи для связи презентации с Word и изменить тип файла, различные типы презентации, сохранения как изображения и тому подобное. Практический смысл сохранять презентацию в PDF велик. Делать это можно и даже иногда и нужно. Правда, вы теряете всякую анимацию, переходы между слайдами, и у вас просто получается изображение с текстом. Сейчас я открыл в браузере для просмотра презентацию. Так она у вас будет выглядеть. Соответственно, 4 слайда. У нас остался доступен текст для того, чтобы его скопировать. Не редактировать, но как вариант, если вам понадобится текст куда-то прочитать вне презентации, то вы можете к нему обратиться. Также можно сделать видео. Если вы захотите сделать видео, показать его, здесь можете указать качество презентации, изменить время между слайдами. Для примера делали 2 секунды длительность, и через 2 секунды у нас происходит смена кадров. В видео происходит смена слайдов по умолчанию через 5 секунд, но вы можете задать свое время. После этого произойдет сохранение файла. Сейчас я его запущу и покажу вам, что у нас получилось. Туда, куда сохранил, получился файл MP4. Если открыть его в проигрывателе, то мы получим ту же картинку, которую мы видели в презентации. Тут у нас сохранилась анимация, двигается цветок и происходит смещение текста. Ну и вот в целом кратенько я решил показать, как в Office 2016 в программе PowerPoint можно делать презентации легко и быстро, абсолютно не напрягаясь. Это сможет повторить каждый. Всем, кому понравилось это видео и было полезно, ставьте пальцы вверх, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход новых видео. Спасибо за просмотр.